Итак, начинаем вязать животик. Для животика я взяла бирюзовую пряжу. И начинаю вязать 4 воздушные петли. 2, 3 и 4. Со второй петли я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше второй ряд. Воздушная петля, разворачиваю вязание. Вначале провязываю прибавку. Затем столбик без накида. И в конце прибавку. Во втором ряду у нас получается 5 столбиков, воздушная петля, разворачиваю вязание. И 4 ряда провязываю 5 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 3, 4, 5 и 6. Давайте провяжем. Итак, я провязала 7 ряд. Делаю воздушную, разворачиваю вязание. В 7 ряду я вначале делаю убавку, просто вывожу петельки наружу и делаю убавку. Дальше 1 столбик без накида и в конце убавка. 3 столбика, делаю 1 воздушную, разворачиваю вязание и 3 столбика без накида провязываю. Вот получается вот такая вот деталь. Теперь начинаем делать обвязку по всей детали. В уголочках я делаю 3 столбика без накида, чтобы не стягивать деталь. Я делаю воздушную. В этот же ряд я провязываю 2 столбика без накида. И дальше провязываю в каждый ряд столбик без накида. В уголочек я провязываю 3 столбика. Дальше столбик без накида. И вот в этот уголочек тоже 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь по второй стороне хвостик вяжу вместе с деталью, провязываю столбики без накида. Вот в уголочек 3 столбика без накида. 3. Затем столбик без накида. И вот здесь мы провязали 2 столбика. Я провязываю еще 1 и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаю, чтобы можно было пришить деталь. Все, этот хвостик обрезаю. Все, вот такая вот деталь готова. Теперь давайте сделаем, ну, скажем так, такие вот полосочки темно-зеленым цветом. Итак, я приготовила вот такую пряжу. Она темненькая такая, темно-зеленая. И теперь я в каждый ряд, который есть, я буду вышивать такие полосочки. С изнаночной стороны я одеваю и оставляю хвостик, одеваю иголочку. Вот так. И
И теперь вот в каждый ряд я буду вышивать такие полосочки. Итак, вот я приготовила уже деталь. Все здесь потом поправится, когда я пришью, уже все поправится здесь. Значит, теперь мы будем приклеивать и пришивать. Значит, я буду приклеивать и пришивать вот так вот. Значит, немножко увеличила. Значит, я сначала приклею эту деталь, чтобы она не дергалась, чтобы зафиксировать ее клеем. И затем по краям я буду пришивать. Пришиваю я от шейки до хвостика. Вот так. От шейки до хвостика. Чуть ниже шейки и до хвостика. Все, давайте это приклеим и пришьем по краям.
Все пришила я по краям, приклеила. Теперь оно очень плотно держится. Вот эти теперь давайте с вами вывяжем гребешок, или я не знаю, как это называется. Вот по спинке и на голове идет гребешок. И давайте с вами его свяжем. Я беру точно такую же бирюзовую пряжу, как вязала животик. И начинаю вот отсюда, с конца хвостика где-то, по серединке спинки приблизительно. И вот так вот буду идти по серединке самого туловища. Вот на туловище и на голове по серединке приблизительно. Вот, и смотрю. Вот здесь я буду начинать. Делаю воздушную. И тут же провязываю столбик без накида. И так в каждый ряд буду заходить в каждый ряд и провязывать столбики без накида. Первый ряд будет получаться не очень. Вот так. Буду смотреть, чтобы посерединке было. И приблизительно в каждый ряд буду провязывать и смотреть, чтобы посерединке шла. И вяжу такую полосочку по спинке столбиками без накида. Если будет немножко кривовато, ничего страшного. Вот так прикладываю полосочку и приблизительно продолжаю вязать. Чтобы было приблизительно все одинаковое. Вот видите, приблизительно все. Вот, дошла до колечка амигуруми. Колечко в каждый ряд и смотрю, вот уже выхожу на лоб. Смотрю, чтобы было посерединке. Вот. То есть отступить от глаз 2 ряда. Вяжем до 6-го ряда головы, то есть не довязываем до уровня глаз 2 ряда. Все, теперь разворачиваю вязание. Вот такая вот у нас получается первый ряд, такой столбики без накида. Вот, и теперь будем возвращаться. Я не делаю воздушную.
а сразу разворачиваюсь, и в первый столбик я провязываю столбик без накида и полустолбик с одним накидом. В следующую петельку я провязываю 2 полустолбика с накидом. В следующий столбик я провязываю 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. Вот первый гребешок мы с вами связали. Теперь провязываю, между гребешками будет столбик без накида. И дальше провязываю опять столбик без накида в одну петлю и сюда же полустолбик с одним накидом. Дальше в следующую петлю 2 полустолбика с накидом. И в следующую петлю 1 полустолбик с накидом и столбик без накида. Провязали второй гребешок. Дальше столбик без накида между гребешком. И так продолжаем до конца ряда вязать. Сколько у нас получится гребешков, столько и получится. Теперь дальше опять столбик без накида в одну петлю и полустолбик с одним накидом. В следующую петлю 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше в следующую петлю 1 полустолбик с накидом и столбик без накида сюда же. Дальше столбик без накида и провязали третий гребешок. И дальше следующий гребешок столбик без накида и сюда же 1 полустолбик с накидом. В следующую петлю 2 полустолбика с накидом. И в следующую петлю 1 полустолбик с накидом и сюда же столбик без накида. То есть на один гребешок нужно, получается, 3 петли задействовано. Дальше опять столбик без накида между гребешками и провязываем опять столбик без накида и сюда же полустолбик с одним накидом. Дальше 2 полустолбика с накидом в одну петлю и в следующую 1 полустолбик с накидом и сюда же столбик без накида. И между столбиками столбик без накида. Дальше опять гребешок вяжем. Столбик без накида. Сюда же 1 полустолбик с накидом. В следующую петлю 2 полустолбика с накидом. И в следующую петлю 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. И столбик без накида между гребешками. Все, и так провязываем до конца ряда. Столбик без накида, полустолбик с одним накидом, в следующую 2 полустолбика. Так. 2 полустолбика с одним накидом. Дальше полустолбик с одним накидом и сюда же столбик без накида. И столбик без накида между гребешком. И опять столбик без накида, полустолбик с одним накидом, в следующую 2 полустолбика с одним накидом и в следующую 1 полустолбик с накидом и столбик без накида. У меня здесь остается неравное количество. Я делаю столбик без накида. И у меня здесь остается 1 петелька. Я сюда провязываю столбик без накида. И сюда же 1 полустолбик с накидом. И делаю соединительную петлю. Вот где-то вот в этот же столбик. В этот же столбик делаю соединительную. Все, обрезаю хвостик и фиксирую.
Так что если у вас неравное количество, ничего страшного. Довяжите половинку гребешка и все. В этом нет ничего страшного. Все, давайте спрячем хвостики. Итак, связала я вот такой вот гребешок. Вот так вот он и выглядит. Теперь давайте с вами носик приклеим и пришьем и приклеим. То есть я сначала приклеиваю, а потом пришиваю. Пришиваю я, захватываю вот эти вот ряды. Вот эти вот ряды захватываю, чтобы носик хорошо держался. Давайте приклеим и пришьем. Итак, пришила я носик вот между глазками посерединке. То есть я приклеила сначала и потом пришила. Теперь я вот эту вот серединку вот так вдавливаю, чтобы получился как бы как ротик или, не знаю, или носик это, или ротик. Вот. И все вот такой вот у нас получается носик. Теперь давайте с вами вышьем реснички. Итак, вышила я реснички. Тут мы еще все потом поправим. Вот вышила я реснички. Вы видели, я здесь зафиксировала ниточку и спрятала в тело. Оно абсолютно не видно.
ниточки. Теперь давайте пришьем крылышки. Крылышки я пришиваю вот этим уголочком вот так вот вперед на серединке туловища. Вот на серединке туловища. Подкалываю, чтобы зафиксировать. Чтобы зафиксировать центр. Вот. На серединке туловища. И вот и пришиваю вот по бокам. По бокам пришиваю вот эту вот часть. Вот эту и вот эту угловую часть пришиваю. Все, зафиксировали центр. Теперь давайте пришьем. Итак, я пришила крылышки. Вот такие крылышки. Единственное, что я делаю, я вот здесь вот в серединку капельку клея даю, чтобы они их вот так вот прихватить, чтобы они не были вот такими сильно, не сильно топорщились. Поэтому я вот сюда в одно место только додаю, в уголочек додаю клей. Вот так. И с двух сторон вот так вот придавливаю. Вот так придавливаю. Только вот сюда, в уголочке. И вот они теперь будут вот такими вот. Не будут слишком выпирать. Все, приклеила. И вот смотрите, вот такие вот крылышки будут, так вот они выглядеть. Теперь, что мы делаем с этой ниточкой? Значит, я беру длинную иголку. У вас должна быть такая иголочка для утяжки. Вот такая вот длинная иголка. Я вставляю сюда аккуратненько ниточку. Вот аккуратненько, потому что тут ушко не широкое, и поэтому я аккуратненько вот так вот небольшой хвостик оставляю. Теперь что мы делаем? Значит, я вставляю вот сюда в центр
иголочку и вот веду ее по вот этому краю, посерединке. Вот по передней части. Вот по передней части. И вывожу ее вот где-то возле животика. Вот. Вот оно уже скручивается. Аккуратненько, не спеша, вытягиваю ниточку. Вот так. И теперь поправляю. Вот. И затягиваю вот эту вот ниточку. Вот. И делаю такой крючок, который нам нужно. Вот видите, он сам двигается. Теперь что я делаю? Я здесь фиксирую ниточку. Делаю узелок. Вставляю сюда же и вывожу в другое место. Аккуратненько. Вот. Прячется и ничего не видно. И с этой стороны делаю узелок. Аккуратненько. И тоже вставляю и вывожу в любое место. Все, ничего не видно. Я обрезаю. И все, хвостик у нас зафиксирован. Узелочек я сделала здесь и с другой стороны, в любое место, не имеет значения в какое. Все, наш хвостик вот в таком вот виде теперь будет хорошо держаться и никуда не денется и не распустится. Вот так. Итак, я буду вязать крючком 2,25. У меня розовый джинс. На розовом джинсе, на розовой пряже, вернее, я вам покажу. А другие цвета вы уже сделаете самостоятельно. Первое, какую я делаю ракушку. Это делаю кольцо амигуруми и провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваю колечко, не сильно стягиваю. Вот, получилось у нас колечко. Теперь провязываю 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 столбиков без накида. Вот так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаю и фиксирую. Все, вот такая деталь у нас получается. Теперь я ввожу крючок в колечко амигуруми, вывожу обе ниточки. Обе ниточки вывожу на изнаночную сторону. Ну и вот такая вот ракушка маленькая получается. Я здесь завязываю ниточки.
Завязываю ниточки. Все, и оставляю. Первая ракушка готова. Второй вариант ракушки. В колечко амигуруми провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Стягиваю колечко. И второй ряд провязываю тоже 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Фиксирую ниточку. И теперь одна ниточка у нас с изнаночной стороны. Теперь ввожу крючок. И вот этот вот хвостик я вывожу тоже на изнаночную сторону. И вот так вот закручиваю его. И получается вот такая вот ракушка. Завязываю туго. И вот такая вот ракушка получается. Еще один вариант ракушки. Дальше следующий вариант ракушки. В кольцо амигуруми я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затягиваю колечко. И теперь провязываем таким образом. Второй ряд. Столбик без накида. Следующую столбик без накида. В следующую 2 столбика без накида в одну петлю, прибавочку. Дальше провязываю в следующий столбик прибавку полустолбиками с накидом. Делаю раз прибавочка и второй раз прибавочка. Следующий столбик тоже прибавку, 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Теперь в следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. И дальше 2 столбика без накида, без прибавок. 12 столбиков по кругу. Делаю соединительную петлю в первую петлю предыдущего ряда. Обрезаю, фиксирую, и теперь в кольцо вставляю крючок, и вот эту вот ниточку зафиксированную я вывожу на изнанку. Вот. И ее вот так вот затягиваю. Вот. И получается второй вариант ракушки. Дальше с внутренней стороны я завязываю 2 хвостика. И вот второй вариант ракушки получается. Так, теперь вяжем морскую звезду. Опять кольцо амигуруми я провязываю 5 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4 и 5. Затягиваю колечко. Первый ряд провязан. Теперь провязываем так. Вот в первый столбик я провязываю столбик без накида. Дальше набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли от крючка провязываю соединительный столбик, столбик без накида, полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом. Теперь на основании я провязываю столбик без накида. Опять набираю 1, 2, 3, 4 и 5. Со второй петли я провязываю соединительный, в следующую столбик без накида, в следующую полустолбик с одним накидом и в следующую столбик с одним накидом. На основании я провязываю столбик без накида. 2 иголочки провязаны. Дальше опять 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли соединительный, столбик без накида, полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом. Третья иголочка провязана. На основании я провязываю столбик без накида в следующую петельку. 3 иголочки. Опять набираю 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли соединительный, столбик без накида, полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом. 4-я иголочка провязана. Теперь я в следующий столбик провязываю столбик без накида. И последняя 5-я иголочка. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли соединительная, столбик без накида, полустолбик с одним накидом, столбик с одним накидом. И провязываю столбик столбик без накида на основании и делаю соединительный столбик в следующую петельку. Обрезаю хвостик. Все, с обратной стороны ниточки связываю. Итак, я навязала разных цветов. Вот такие вот у меня украшения. Вот маленькие ракушки. Вот побольше разных цветов. Вот морские звезды. Тоже разных цветов. И теперь давайте будем украшать нашего морского конька. Итак, вначале я сформировала, где я буду пришивать морские звезды. Вот я взяла себе 2 цвета. И вот так вот рядышком пришиваю. Украшать вы можете хаотично, как вам нравится. Вот. Я сначала украшаю большие, потом поменьше и потом самые маленькие в конце. Вы же формируете так, как вам больше нравится. Давайте сначала пришью и приклею вот морские звезды.
ну все, оформила я конька нашего. Вот так вот он выглядит. Как я уже показывала, что я сначала приклеиваю, фиксирую все ракушки, где у меня что ли будет находиться. И затем я беру иголочку, длинную ниточку и полностью все пришиваю, переходя с одной ракушки на другую. Не обрезая ниточки, потому что это долго. А вот я фиксирую ниточками еще и ракушки, еще и ниточками фиксирую. Вот. И вот такая вот получилась у меня. Я выбирала рисунок просто хаотично. Цвета тоже выбирала хаотично. Вот, конечно, цвет слишком бледный. Вот, ну, в принципе, тоже имеет место быть. Я вам покажу сейчас, какой у меня был изначально. Этот поярче такой вот. И хочу вам сказать, что одна и та же схема, но вышел вот этот вот светло-зеленый немножко больше. Наверное, на 1,5 сантиметра, где-то так. Вот. Ну, цвета можете выбирать тоже, какие вам больше нравятся. Вот, конечно, вот этот вот голубенький, он как-то больше мне подошел. Как-то поярче, он понасыщеннее. Это очень слишком бледный. И как бы я его не украшала яркими ракушками, как-то он бледненький, мне кажется, таки остался. Вот такие вот крылышки. Вот. Надеюсь, у вас все получилось, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я им говорю пока-пока.